Привет, привет, аудиотитаны. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить некоторым вопросам питания радиоэлектронной аппаратуры, тем более собранной собственными руками. Эти мои исследования не тянут на научный подход, это абсолютно гаражного типа, зато абсолютно практические исследования, которые наверняка покажутся вам полезными и в случае, если вы сами собираетесь нечто собирать из аудиоустройств и запитывать это, соответственно, от некого источника питания, предположительно от сети, конечно. Я просто сам столкнулся с этой проблемой, и как перфекционист я хотел сразу сделать лучше, чем возможно, как можно лучше, проще говоря. Поэтому накупил этих устройств как дурня фантиков. У меня их теперь и сравнил между собой, о чем я хочу вам показать. Вот, собственно, результаты этих исследований, однако обо всем по порядку. Запитывать аудиоустройства нужно тщательно продумав концепцию, потому что некоторые устройства требуют особо фильтрованного питания. Многие люди питают от аккумуляторов, малотоковые устройства. Это тоже нормально, конечно, однако малопрактично, на мой взгляд. Конечно, нужно питать от сети, сетевого напряжения. При этом, соответственно, многие устройства аудио, большинство устройств требуют пониженного напряжения питания, то есть некого трансформатора в традиционной схеме, выпрямителя и стабилизатора как вариант. Я буду показывать это все на примере устройства, которое наиболее требовательно к пульсациям напряжения питания. Это предварительный усилитель для винил-корректора. Это предусилитель Сухова, Николая Сухова, о котором я уже много выпусков делал, и вы их знаете, наверное. Вот так вот выглядят, собственно, эти усилители. Собраны они по SMD технологии, маленькие, крохотные, но при этом имеют огромный коэффициент усиления и, соответственно, пульсации питания, ежели они будут появляться, то есть в любом случае они будут появляться, эти пульсации питания будут негативно сказываться на результатах работы, особенно если вы гонитесь за какими-то примерными параметрами, на которые способен, предположим, этот предусилитель. Это соотношение сигнал-шум, соответственно, динамический диапазон и так далее. Все это важно учитывать при построении блока питания. Традиционно питается такое устройство, вернее, такая плата требует питания, предположим, двухполярным напряжением, плюс-минус 18, как настаивает Николай, вольт, при токе приблизительно 20 мА на плечо, может 25. Это небольшой ток, однако и не крохотный, то есть практика показала, что даже не все устройства справились с этой задачей. Ну, нужно учитывать, конечно, импульсный бросок при включении питания. Вот. Многие схемы требуют однополярного питания. Там несколько проще, однако порядковая сложность при этом не меняется. Значит, какие есть традиционные решения этой проблемы? Многие, кстати, говорят, вот продайте мне или соберите мне такой предусилитель, и если я выполняю их просьбу каким-то образом, они счастливы, не понимая, что это только полработы. Нужно еще его и запитать правильно для того, чтобы эти параметры получить. Забегая вперед, скажу, что, конечно, предусилитель необходимо экранировать для получения еще лучших параметров, которые достижимы, допустим, в модулировании в программах, эмуляторах. То есть нужно принять весь комплекс мер. Я буду сегодня говорить только об устройствах, которые подают напряжение питания на эти устройства, и которые вы наверняка будете использовать в случае построения своей акустической системы сами. Если вы рукастый, головастый, нормальный человек из прошлой жизни, который имеет образование, некоторые деньги и понимание, зачем это все и как это лучше сделать. Меня вчера поразил один гражданин, он меня спросил на канале, комментарий,
где купить такой усилитель Сухова конечной высокой верности для автомобиля. Честно говоря, он меня раздавил этим вопросом. Почему для автомобиля нужен такой усилитель? Я не понимаю. Короче, есть несуразные некоторые вещи, и вот во избежание одной из этих несуразностей питания, кривое питание для хорошего, в принципе, устройства, я сегодня затеял вот этот весь выпуск. Итак, двухполярное питание нужно плюс-минус 18 вольт. Классическая схема: понижающий трансформатор, выпрямитель и некий стабилизатор. Можно без стабилизатора, тоже можно, но будет на пару дБ хуже параметр. Ну, в импульсе там на десяток дБ может быть хуже параметр. Но все равно будет работать, и вообще так на слух, так прям скажем, и не отличишь. Обидно, да, но мы будем говорить все-таки о том, как надо. Итак, трансформатор, понижающий трансформатор. Что я использовал? Я использовал тороидальный трансформатор, намотанный компанией Торнадо. Добрый Шершов их изготавливает. Я вот тут сделал все для того, чтобы вам это показать поближе. Вот так вот выглядит этот трансформатор. Вот такие параметры он обеспечивает. То есть первичная обмотка 230 грубо вольт с таким вот током. И вторичная 2 по 21 вольта. 240 миллиампер он удерживает. Температура, тыры-пыры. 10 вольт-ампер вот такой трансформатор. К нему крышечка еще есть для того, чтобы его крепить. Вот такие вот дела. Далее нужно это все выпрямить. Для этого используется вот одноплатное решение: выпрямитель и стабилизатор. Здесь разведен сразу. Вы видите, такая простая схема, стоит, по-моему, 3 евро где-то на Алиэкспресс. Я их купил немереное множество, уже использовал. Надежная, хорошая, звезд неба не хватает в плане пульсации, но, в принципе, вполне нормальная себе рабочая схема. Да. Вот. Несколько сложнее выглядит схема с продвинутыми преобразователями, с продвинутыми стабилизаторами. Для этого требуется некая выпрямительная плата со сглаживающими конденсаторами, само собой, первоначально. А потом требуется, собственно, плата стабилизатора. Живой я ее сейчас показать не могу, потому что у меня она одна, я ее встроил в эту коробочку. Это тоже предварительный усилитель для проигрывателя, причем их там несколько встроено сразу, там для сравнения, неважно. Она там стоит, я вам картинки здесь подложу, посмотрите с параметрами, они значительно лучше параметров вот этого простенького стабилизатора, которого я вам перед этим показал. Собирается он на TPS-7A4701 и TPS-7A3301, то есть, соответственно, плюс и минус. И обеспечивает довольно стабильную работу. Кстати, надежная плата, ее очень тяжело купить. Она стоит где-то 25 евро. То есть не дешевая. Если та стоит 3 евро, то это 25, то есть вы поняли, да? То есть какая-то разница в этом всем есть. И причем без выпрямителя. То есть мне еще и выпрямитель с конденсаторами нужен, вот как я вам показал. Ну, такие дела. Опять же, на слух вы ничего не поймаете, но в стремлении к перфекционизму это как бы имеет смысл. И вот так все было хорошо, пока тот же Сухов не подкинул идею о том, чтобы питать это все от либо однополярного какого-то питания в широких пределах, там от 3 до 30 вольт, допустим, либо даже от USB-розетки. Что я, собственно, на что я и повелся, мне это показалось интересным. Выполняется это все на некой микросхеме XL6007. Я вам сейчас покажу ее. Вот перед вами ее параметры. Вы видите, что это такое. Это на 400 кГц происходит преобразование в двухполярное питающее напряжение. То есть работает в диапазоне входных напряжений от 3,6 до 24 вольт, допустим. И все это преобразует, тыры-пыры, все это вот такая вот она внешняя. Вот такая вот она внешняя. И вот она имеет некие параметры, которые полностью устраивает, вот, допустим, ее структурная схема, блок-диаграмма, на которой понятно, как это работает.
Вот, кстати, схема принципиальная, то есть вот на вход подается одно напряжение, снимается вот со входа два напряжения, которые вполне способны запитывать, ну, широкий диапазон этих радиоэлектронных устройств, между прочим. То есть держит довольно приличный ток, ну так условно говоря, я не помню, сколько он там точно держит, можно посмотреть. — 0,5 амперов, допустим, вот в таком включении все это позволяет держать. Ну и очень хорошо. Вот такая вот, допустим, есть схема. На ней собирается множество различных реализаций на базе этой микросхемы. Есть и другие микросхемы, просто эту я вам привел как наиболее показательную, обеспечивающую необходимые достаточные параметры для питания большого числа радиоэлектронных приборов. Надеюсь, вы понимаете, что речь идет не об усилителях мощности, а о неких предварительных усилителях ЦАПов, любимых многими, преобразователей, каких-то стримеров, шмимеров, ну, то, что потребляют вот, грубо до полампера, хотя и это чрезмерный ток, там, ну, скажем, до 100 миллиампер. Это малоточная аппаратура считается, малотоковая, маломощностная. Я купил 3 типа таких преобразователей для того, чтобы сравнить и выявить победителя, чтобы порекомендовать это и своим партнерам, друзьям, ну и себе любимому, конечно. Зачем это мне лично надо? Вот смотрите, вот у меня торрент, да, он питается от адаптера напряжением постоянного тока 16, там, 12 вольт, неважно, в розетку втыкается, да, то есть для того, чтобы мне встроить сюда вот этот вот предварительный усилитель Сухова или, впрочем, любой другой внутрь встроить, придется собирать блок питания сетевой, выводить там отдельно, сверлить дырки, выводить провода и включатель где-то расположить. Тут нет включателя, тут включатель вот здесь вот, который там включает вот эти 16 вольт, и поддать туда 220 я не могу. Ладно, если бы у меня этот предварительный усилитель питался бы 16 вольтами или 12, который схемы есть, схем много. У меня даже есть такой предусилитель. Вот. Но при этом параметры этого напряжения по пульсациям, они не топовые, то есть это будет плохое питание, так не принято. Все-таки пред надо питать от чего-то солидного. Короче, нам туда встроить. Я бы хотел строить вот суховскую плату туда, например, ближе к тонарам, ну как положено, я об этом рассказывал в видео об этом предваре. Так вот, я купил 3 платы, сейчас я вам их буду показывать и рассказывать заодно. Вот плата первая, которую я купил, выглядит так. Я ее впредь буду называть платой конвертер 1. Конвертер 2 выглядит вот так. Тоже вот входное напряжение одно, а выходных 2, вы видите, напряжение минус и плюс. Это номер 2. Он чуть покрупнее, но он значительно мощнее, сразу скажу. И конвертер номер 3, миниатюрный вот такой вот. Но функционально точно такой же. То есть он имеет входное напряжение однополярное и выходное напряжение двухполярное. Вот такие вот 3 платы я купил. Каждая из них расписывается какими-то, конечно, параметрами своими отдельными. Все это очень хорошо, но обеспечивает функционально, в общем-то, одно и то же. То есть питание РЭА, радиоэлектронной аппаратуры, от двухполярного напряжения. Первое, сразу замечу, что первую плату я купил в 2 версиях. Там можно джамперами выставлять, дайте-ка покажу. Джамперами можно выставлять напряжение, конечно, вот здесь вот перемычками. Но я сразу купил их несколько для того, чтобы менять напряжение и подавать меньше. Мне 18 вольт, плюс-минус 18 вольт для сухого преда, в общем, не нужно. Там и плюс-минус 12 с головой хватит. Потому что, я остановился на плюс-минус 15, сразу скажу. Потому что пред, вообще говоря, во-первых, греется, и некоторые люди делают даже радиаторы на чипы, которые там стоят.
что имеет смысл в замкнутом пространстве. Например, вот типичный усилитель, тоже на базе вот этого же предваря Сухова. Вот я даже вентиляцию сделал здесь, вы видите, сквозную, чтобы конвекция какая-то была. И тут он все равно будет греться. Поэтому я сделал немного, ну скажем немного, 15 вольт, плюс-минус 15 вольт. На итоговых характеристиках никак не скажется. Ну теоретически там на доли децибела, но ценность дороже, целостность дороже, чтобы он не сгорел просто от перегрева. Температурный режим тоже надо соблюдать. Кстати, это тоже один из немаловажных параметров конструирования радиоэлектронной аппаратуры, который многими аудиолюбителями опускается, как очень малозначительный. На самом деле он, ну, может принести довольно серьезные проблемы. Например, тот же предварь Сухова будет подключен к головке MC. Напомню, у нее низкое очень сопротивление, там около 100 Ом, по-моему. В случае сгорания того же температурного пробоя, предположим, полевых входных транзисторов, подает на вход все вот эти вот плюс-минус, ну, какое-то из напряжения 18 вольт. Ну и головка благополучно сгорает, что произошло с одним из людей, с которыми я контактировал. Вот, и это очень нехорошо. То есть лучше подать поменьше напряжения и обезопасить себя таким образом. Есть еще один способ, о котором я хочу говорить, чтобы не нервировать Николая Сухова, значит, чтобы обезопасить владельца MC головки от потери, ну, достаточно дорогого оборудования, то есть это минимум 300 евро улетело у человека в трубу, ну, плюс сам этот корректор, который тоже пришлось перепаивать и так далее. То есть это важная штука, температурный режим, и вот пониженное до плюс-минус 15 или даже 12 вольт напряжения питания, я считаю это лаконичным, изящным и правильным, короче, оптимальным способом достижения этой беды. Итак, вот это вот я вам показал 3 вот этих вот предваря. Да, продаются они вот в таких вот кулечках на той алибабе, которую я вам там показал. Вот. И что? Значит, тут были варианты, что вот эти 400 килогерц, на которых они работают, это так или иначе вот зайдет на вход, и там какие-то гармоники появятся, модуляции какие-то и так далее. Обидно, досадно, недоладно, поэтому предположительно мы планировали, я планировал на выход вот этих плат, к выходу этой платы припаивать, допустим, ферритовые, ну, ферриты по вычислениям получается 2,2 миллигенри на плюс и на минус, для того, чтобы там легли высокочастотные помехи. Для этой цели я накупил, как дурень фантиков, опять же, разных ферритовых изделий, не знаю как назвать, дросселей. Ну, как дроссель? Ну, ладно, пусть дроссель. Когда у меня их не было, то в самом начале, когда я с этим боролся, то я использовал катушки на феррите от колонок. У меня есть, слава богу. Короче, 3 типа я купил, разных номиналов, все их менял. Тут я показал только незначительную часть, но давайте последовательно, что все-таки здесь у меня есть. Первое, это вот такие вот катушки. Номинал я купил 2 миллигенри, как вы видите, здесь написано. Кстати, сопротивление 0,1 Ома. Это, ну, один из лучших показателей. 0,6, извините, 0,6. Вот я присмотрелся. 0,6 Ом. Постоянного тока имеется в виду сопротивление. Это как бы совсем мало. Потому что все вот эти вот оказались вот 26 Ом, например. Это 4,7 миллигенри. Еще я купил 2,2 миллигенри. Это под ними они там лежат. Вот такого типа, но это 1 ватт. Хочу сразу сказать, это очень важно, потому что я покупал сначала четверть ватта, по-моему, или полватта, не помню. Она у меня одна сгорела, вторая подгорела. То есть ее номинал был не 26 Ом по постоянному току, а другое сопротивление имелось. Это есть нехорошо. Так, и третий формат, это вот такие вот катушечки. Ну, я разного номинала, их несколько купил, тоже 0,6 Ом, видите, 3,3 миллигенри. Вот такие вот 3
Я их назвал Black, что-то там. Просто черными, может быть, назвал в построении вот этих вот графиков. Питал я при этом эти все три вида преобразователей, первый, второй и третий, от двух типов питающего напряжения входного. Первое с помощью USB-C разъемчика, на который я подавал напряжение от зарядки обычной. Сразу скажу, что самая простая зарядка, не рассчитанная на большой ток, не тянула. Она ложила напряжение выходное, там получалась чепуха, и устройство не работало. А от USB-C, вот где там она, это все работало. И второе, это от адаптера 12 вольт, но у меня другого не было. Просто, который я брал первый попавшийся, у меня их несколько, я пробовал с несколькими, работают примерно одинаково, потому что ток они обеспечивают заметно большой. Достаточный, скажем так, для питания подобной связки. Что же я получил, давайте разберем. Для начала это noise floor, то есть фон моей звуковой карты, чтобы было понятно, на каком уровне проходят все эти измерения. На этом графике вы видите включенный конвертер номер 1 через 10 минут после первого включения. Вот первое включение, вот второе включение, то есть с прогревом, в принципе, параметры его улучшаются. Я не могу быть уверен, что все данные, которые я снимал, были сняты при прогретом устройстве, поэтому некий дрифт все-таки в этих всех показаниях будет. Следующий график при питании конвертера номер 1 от USB адаптера через USB-C разъем или 12-вольтовым блоком питания адаптером сетевым, который вы видели. Можно сразу заметить, что 12-вольтовый адаптер имеет получше шумовые характеристики, заметно, чем USB, и в дальнейшем я придерживался измерений с этим 12-вольтовым адаптером. Здесь вы видите различные типы ферритов, которые я использовал с конвертером 12 вольт, конвертером номер 1 везде использован. Вот, ну как, давайте так. Вот это директ, это прямое подключение, то есть это без ферритов. Вот это 4,7 миллигенри, радиальные такие ферритики, как резисторы выглядят. Вот это круглые катушечки, намотанные на ферритовых кольцах, 2 миллигенри вы видите. Эти уступают немножко. Это 12 вольт 2,2 миллигенри, такие же радиальные резисторы. То есть 2, да, вот 4, допустим, вот 2. И вот конвертер номер 1 с черными вот теми ферритиками, которые имеют, которые я вам показывал. Да, ну давайте сразу посмотрим, что будет, если 2,2 миллигенри сравнить с 4,7 миллигенри. Давайте так. Вот 4,7 миллигенри, а вот 2,2 миллигенри. Почему 2,2 миллигенри лучше, при том, что индуктивности в них меньше, и как бы они меньше гасят высокочастотных составляющих? Вот тут, возможно, сработала тема прогрева преобразователя, но, скорее всего, все-таки это вызвано пониженным сопротивлением вот этого феррита 2,2 миллигенри по постоянному току буквально, в отличие от вот этого, я так полагаю. Ну и в итоге вот они все свалены в одну кучу. Это без ферритов, все корректоры 1, 2, 3. Прямое подключение, Direct, видите, я пишу, и в сравнении с сетевым трансформатором. То есть сетевой трансформатор со стабилизатором явно лучше, чем эти корректоры, однако фатальной эту разницу назвать нельзя. Вот такие вот дела, дорогие мои. Заключение. Что можно сказать по этому поводу? Что чудо, конечно, не произошло, однако я целиком и полностью буду доверять этим преобразователям первого и второго типа, по крайней мере, которые я вам показал, и использовать их для подобных целей, деликатных, прямо скажем, целей, взамен громоздкого сетевого
преобразователя, который, кстати, по высоте, вот этот трансформатор, он у меня даже сюда не помещается. Здесь в торренсе места меньше, чем кажется на первый взгляд. Ну, можно сделать, чтобы оно торчало снизу, но это в случае отсутствия другого варианта решения. Я его нашел, мне оно подходит, мне оно полностью нравится. Также не премину сказать, что, конечно, 400 кГц шпилит там вовсю, то есть без всяких вариантов. Помехи там есть, они как-то накладываются, как-то проникают все-таки на вход, и от них вот эти горбы, собственно, появляются именно от них, от тех, которые находятся далеко там. Поэтому ферриты, в принципе, ставить можно было бы. Также радикальным способом, конечно, есть экранирование плат. Причем и плат предваря, и плат вот этого преобразователя конвертера. Чем экранировать? Ну, трудно сказать. Я считаю, что пермалоем надо. Люди говорят, что любой металл спасает. Я свой первый предварь, если вы помните, в первом видео про предварительные усилители Сухова, собрал в коробке, спаянной из фольгированного двухстороннего текстолита. Я так делал 40 лет назад, когда я работал на объединении Сергея Павловича Королева, где мы разрабатывали усилители Одиссея. Ну, в принципе, в смысле, его при мне разрабатывали. Не я разрабатывал, я там был старшим техником, паял там что-то. Робот обслуживал, который их тестировал. Но я видел, как это делается, и нахватался подобных, скажем, умностей в плане того, что неэкранированную технику вообще не использовать. Потому что рано или поздно, так или иначе, кстати, оно, я имею в виду, так или иначе оно проявится. Кстати, что у меня было? Когда я первый раз испытывал вот эти вот платы, вот эти еще, на 15 и 18 вольт, две платы у меня было, значит, я их гонял. Ряд измерений получился хорошим, а ряд измерений, большинство, очень плохим. То есть настолько плохим, что я обругал все это, написал Сухову гневное письмо, что этот способ вообще только для детских игрушек, паровозиков там и планеров. Можно использовать питание в смысле. И потом оказалось, что я вот здесь имел паяльник, поставил, а он у меня с регулятором. Ну, такой, ну, изящный тоненький паяльник, да, для СМД в частности. И регулятор там мощности. Так вот, когда он включен, ну, помехи есть. Ну, помехи чудовищные, чтобы вы понимали. То есть вот этого там и рядом не было. Там было, ну, вот так вот скажем. Ну, совсем плохо, короче. Я думаю, как-то я не так припаял. Ну, как можно 3 провода не так припаять? То есть тут вот, на вход подал, тестером померил, вот 12 вольт заходит вот там чего-то. Или там 5 вольт от USB заходит. На выходе тоже напряжение, плюс-минус, все нормально. Ну, осциллографа у меня нет, но предварительный усилитель Сухова, как устройство с чумным усилением, сразу реагировал на это все. Понимаете? Вот. То есть это абсолютно практическая штука. То есть, если бы я вот так вот все и встроил, вот этим паяльником подошел бы к проигрывателю, ну, неважно, что-то здесь паять, но оно бы мне засвистело там на звуке, собственно говоря. Это ужасно совершенно. А если бы он был заэкранирован, усилитель, этого бы не произошло. Ну и, разумеется, нечего подходить с устройствами высокопомеховыми к деликатным каким-то аудиоустройствам. Вот это вот мои последние наставления, советы. Как бы, ну, надеюсь, кому-то покажется интересным и полезным. За всем пока, друзья, auf Wiedersehen.